Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Давно не было такого видео тет-а-тет, были на то свои причины. Но сегодня очень интересная тема. Кому тема сухого голодания не интересна, ждите следующее видео, оно будет на другую тему. Но сегодня мы рассмотрим один вопрос, который был актуален и, собственно, сейчас актуален. Отвечу кое на какие вопросы, в общем, рассмотрим там серию вопросов. В этом видео, например, я хочу вам конкретно рассказать об одном факте голодания моего мужа. Я подглядываю в записи, так как у меня здесь и вопросы, и все остальное. Значит, начнем с того, что мужу 59 лет, у него удален желчный пузырь, камень в почке есть, и у него диабет. Так вот, он решил поголодать 2 раза по 3 дня подряд на сухом голодании. Мы хотели посмотреть, какие после этого будут анализы, особенно, конечно же, сахар каков в крови. И я вам хочу сказать, что анализы были после этого прекрасные. Муж очень легко перенес эти 3 дня, спокойно. Он бегал, занимался спортом, в общем, заметно скинул вес. Меняется цвет лица, это видно сразу же. Общий вид становится лучше, более подтянутый, кожа гладкая, и цвет лица отличный, и самочувствие отличное. Но врачи, скажем так, 4 из 5 настроены скептически и не рекомендуют делать сухое голодание ему совершенно. В общем, полностью. Даже по 36 часов такое кратковременное голодание тоже не рекомендуется. И именно по причине того, что нужно принимать таблетки из-за диабета, и этот прием нельзя прерывать. Но 1 врач из 5, он все-таки говорит о том, что если человек чувствует себя хорошо, то кратковременный перерыв только на пользу. Но что делать с приемом медикаментов в этот промежуток, непонятно. В общем, врачи всегда выражают массу беспокойства, но, например, если взять меня, они мне тоже не помогли избавиться от мигрени 20 лет всяческими средствами, и тем не менее ничего не произошло позитивного. И насчет давления. Я тоже гипертоник, особенно они не смогли снизить давление вот за долгие годы. А от сухого голодания мне лучше, я чувствую себя лучше, а врачи, получается, против этого. Вижу причинно-следственные связи и чувствую себя до и после совершенно по-разному. Я сопоставляю факты и слепо не верю, например, утверждению врачей, особенно если врач сидит, рассказывает тебе о вреде голодания, а сам, допустим, с лишним весом и курящий. С другой стороны, быть, конечно, совершенно неверующим Фомой тоже не надо, прислушивайтесь к врачу, но наблюдайте за собой. Вот держите ухо востро и действуйте разумно, потому что только вы чувствуете, как вам лучше. Мне врачи тоже не советовали сухое голодание, а я, например, хочу делать, мне хочется делать эти паузы, и я, конечно же, буду продолжать. Но у меня немножко тут другая, так сказать, история. Вот, пойдем дальше. В общем, вообще вся вот эта вот картина такая странная. Анализы прекрасные после сухого голодания у всех, а врачи его не советуют. Я, конечно, не медик, но если вот понаблюдать, врачи вообще любят что-то вот запрещать. Вот то не делай, это не делай, а я вижу четко, от чего мне хорошо, от чего мне плохо. И мое состояние сразу показывает это. Ну вот именно по этой причине я не могу слепо согласиться с тем, что советуют врачи. Недавно у меня возникла проблема. Какой-то непонятный был у меня гипертонический криз. Был он долго, недели 3, у меня держалось очень высокое давление. Естественно, я не делала никаких пауз сухого голодания, так как пришлось принимать по несколько раз в день таблетки понижения давления. Мне назначали в это время совершенно разные медикаменты, которые абсолютно по-разному на меня действовали и не самым лучшим образом. Чувствовала себя очень плохо вот в эти дни, поэтому моя задача, моя мечта вообще избавиться полностью от таблеток в конечном итоге
чем вот пичкать себя какой-то гадостью, у которой обязательно будут какие-то побочные эффекты, и мне это совершенно не нравится, потому что вот мне меняли несколько раз комбинацию таблеток, вот по мере того, как давление мое держалось и не снижалось, чтобы оно стабилизировалось. И вот только сейчас, а прошло уже месяца 2, оно более-менее стабилизировалось. И вот сейчас у меня возникает дилемма. То есть мне надо принимать эти медикаменты, прерывать их нельзя, так как действие их улетучивается, если ты их прекращаешь принимать, и какое-то потребуется время, чтобы опять восстановить вот это действие медикамента. А я, когда голодаю, я ни в день голодания, ни в день выхода никаких вообще таблеток не принимаю. И, кстати, давление не повышается в эти дни. Так что вот сейчас я думаю, как мне сделать так, чтобы этот вопрос обойти. Как я уже упоминала в своем первом видео о голодании, задача моя глобальная стоит полностью избавиться от таблеток, но тем не менее, вот сейчас идут праздники, я делаю перерыв, и вот появилась еще одна причина, по которой я пока не практикую именно вот прием этих медикаментов, которые мне нельзя прерывать. Поэтому я сейчас, честно говоря, изучаю тему 24-часового голодания, либо, скорее всего, это будет интервальное голодание с большим перерывом. Я сейчас изучаю, как мне было бы лучше, чтобы я могла и медикамент принять, и в то же время сделать большой перерыв, и не есть, и не пить какое-то время. Вот хочу попросить всех тех, кто уже на интервальном, то есть какое-то такое время, где уже можно сделать выводы, получил результаты. Вот поделитесь вашим мнением, что у вас произошло в плане здоровья или, допустим, снижения веса. Вот какие ваши будут заключения. Пожалуйста, поделитесь. Я с удовольствием почитаю, потому что эта тема очень актуальна в данный момент для меня. Потому что я считаю, что 36-часовое голодание – это просто идеально. Оно и организм успевает почиститься, и вес снизится, и повышается феноменальная работоспособность, и физическая, и ментальная. И ты не хочешь абсолютно есть. Уже я дошла до того, что совершенно ты не испытываешь ни жажды, ни голода, и у тебя не уходит время на приготовление пищи. В общем, очень удобно, конечно, 36 часов. Но вот сейчас получается, что какое-то время мне нельзя будет практиковать именно этот временной промежуток. Для тех, кто спрашивал про желчный пузырь, у меня его уже 30 лет нету, и я вот 4-й год голодаю, все нормально. И еще я периодически смотрю видео других блогеров про голодание, получаю вопросы насчет сухого голодания. И поэтому пройдемся сейчас по некоторым из них, на которые вы просили ответы. Я их обобщу и отвечу. Вот что рекомендуют во время голодания начинающим. Читаю просто дословно. Нужно заняться чем-нибудь, значит, чтением, творчеством, выполнить домашние обязанности и другое. Поможет план дня, не стоит смотреть телевизор, тем более кулинарные программы, потому что может появиться соблазн наполнить желудок. Ничего подобного я не наблюдаю. Вы, наоборот, ментально, если вы смотрите какие-то рецепты, ментально насыщаетесь просмотром и приготовлением пищи на экране, и вам уже не хочется есть. Возможно, что в первый раз, когда вы это только начали практиковать, во второй раз будет вам хотеться пить, если вы увидите жидкость на экране, но все это через некоторое время пройдет, и наоборот, вы будете с удовольствием смотреть в спокойном состоянии, записывать то, что вам не будет хотеться моментально есть, и записывать эти рецепты и использовать позже. Лучше находиться на свежем воздухе. Если вы этого не можете сделать по каким-то причинам, часто проветривайте помещение. Дальше идем. После сухого голодания советуют нам, нужно выпить небольшими глотками 250 мл теплой воды. И через полчаса можно принимать пищу. Ну, я бы не советовала этого делать, потому что 250 мл это недостаточное количество воды. Надо попить хотя бы полдня перед тем, как вы начнете вообще что-то есть. И, возможно, после того, как вы попьете воду теплую с лимонным соком
или разбавленные соки в первой половине дня, вы даже сходите в туалет, хотя вы до этого очищались, и вам кажется, что у вас уже желудок совершенно чистый, и ничего там нет. Но, тем не менее, такое быть может, и, скорее всего, такое произойдет, потому что разбавленные соки, они как бы провоцируют работу желудка и поход в туалет. Дальше идем. Первый прием пищи должен быть легким. Можно съесть жидкую кашу на воде или отварные овощи. Кашу я совсем не советую в первый день есть, ее вообще нельзя. Тем более, если вы голодали 36 часов, посмотрите мое первое видео, там очень подробно, я оставлю ссылку внизу под этим видео и в конце видео. Не рекомендуется это делать. Там я совершенно четко рассказываю, какая еда лучше всего на выходе. Это уже проверено годами. В обед вот поешьте, после того, как вы выпили достаточно жидкости, салат щетка. И если прям совсем вас голод разбирает, конечно, с часу до 4 лучше всего съесть каких-то вареных овощей. И достаточно, и вы как бы утолите свое чувство голода такое острое. Если оно вообще появится, посмотрите, в общем, за собой. Дальше идем. Базовое меню должно состоять из печеных или отварных овощей, либо творога, каш, бульона. Можно выпить кефир или простоквашу, добавить твердые сорта сыра. Со второго дня можно постепенно переходить к яйцам, фруктам и овощным салатам. Не надо никаких молочных продуктов в день выхода, тем более сыр. На второй день вы можете уже есть все, что захотите, только перейдите на более маленькие порции. Ну и не переусердствуйте, как бы сразу не набрасывайтесь на еду. И вы постепенно привыкнете есть все маленькими порциями, но есть можно все, но не в день выхода. Никаких сыров, никаких молочных продуктов. Далее идем. Человек действительно сбрасывает вес, это насчет сухого голодания. Быстро и с гарантией. Правда, ненадолго. Подобные колебания массы тела связаны с потерей жидкости. И как только питьевой режим будет восстановлен, килограммы вернутся обратно. Могу сказать, что это не так, что возвращаются килограммы очень медленно, тем более, если вы еженедельно короткие голодания практикуете. Так что это никак, ни в коем случае с водой не может быть связано. Это уже я точно проверила и точно вам могу сказать. И вопрос этот почему-то периодически возникает, и люди утверждают, что как только вы выпьете воды, сразу вам прибавится килограмм на весах. Дальше идем. Сухое голодание опасно, у него много минусов. Если не хватает воды, метаболизм заменяется, и первым страдает мозг. Это я, кстати, слышала тоже очень много раз. Вот симптомы, которые накроют вас в первый же день. Головокружение, головная боль, немотивированная усталость, нарушение концентрации, тепловая травма вплоть до опасного для жизни теплового удара, возникновение проблем с почками и мочевым пузырем, судороги вплоть до потери сознания, вызванные нарушением передачи нервных сигналов, падение артериального давления, нарушение снабжения внутренних органов кислородом. В общем, сухое голодание – экстремальная практика, чья польза не подтверждена научно, а вот вред вполне очевиден. Что сказать я могу? Если вы практикуете вообще вот в первый раз, в первый день, конечно, у вас может быть головная боль, даже несмотря на то, что вы правильно почистились и правильно вошли в сухое голодание. И усталость может быть. Это чисто с непривычки такие симптомы могут проявиться, ничего страшного. Падение давления, например, для меня гипертоника – это только плюс. Со всем остальным я совершенно не согласна. Если вам подходит этот вариант, то вы, несмотря на какие-то негативные легкие проявления, вы в первый же день поймете, ваш ли это вариант. Совершенно точно поймете. Мне было просто вот точно очевидно, что я хочу продолжать. У меня тоже была головная боль в первый день, по-моему, и во второй раз голодания.
Мне нравится эта легкость после перерыва, подвижность и вот новые ощущения, радость от простых продуктов. Люди, которые не практикуют, а постоянно что-то жуют, они не в состоянии вот этой радости испытать. Остроты ощущений, остроты вкуса и запаха пищи, поэтому это очень приятные такие, как в детстве, ощущения, поэтому это еще причина того, вот, когда вы голодаете, вот, радость вот эта нарастающая вас подстегивает делать паузы. Вообще, когда мне попадаются такие статьи и видео, вот, где говорится о том, что сухое голодание вредно, я понимаю, что эти люди вообще понятия не имеют, никогда не практиковали, и они не знают, о чем они говорят. Кратковременное голодание – это чистая польза. Я не говорю про 3 дня, про 5-7 дней. Вот именно 36 часов максимум. Консультируйтесь с врачом в любом случае, пусть обоснуют ваши противопоказания для вас, но принимайте решения сами, осознанно, обдуманно, слушайте обязательно внимательно реакцию своего тела. За короткое время сухого голода происходит очень мощная и быстрая перезагрузка организма. Снижение веса – это просто дополнительный, так сказать, бонус. Те, кто хочет снизить вес, может, вам не надо этим голоданием заниматься, потому что оно больше на оздоровление и на омоложение организма ориентировано. Долго спать вам не нужно, ты высыпаешься за короткий промежуток времени, и ты уже бодр и свеж, можешь работать прямо ночью, если это, ну, я образно говорю, ночью надо спать, но у тебя настолько ясно работает голова, и ты настолько бодр, что ты можешь и ночью там писать книгу, там, например. После пары месяцев голодания ты видишь, что какие-то старые вот болезни или нетуги, сразу ты не понимаешь этого, но потом ты замечаешь, что это все улетучилось так незаметно. Это очень приятное тоже ощущение. Организм получает силы, средства не для переваривания пищи вот в день паузы, а для преобразования, скажем так, образно, мусора в вашем организме, застоявшегося, залежавшегося, в полезное топливо. Нам не надо тратить время на добычу еды. Мы не пашем в поле сейчас, не охотимся целый день. И все, что мы можем дать вот полезного своего организму, это вот на короткое время отказаться от питья и еды. Потому что наш организм настолько умно и сложно устроен, он сам знает, что ему делать, пока вы даете ему передышку от вот этой лишней работы. Потому что мы не настолько загружены, чтобы тратить столько калорий, сколько мы вот постоянно и незаметно, кстати, для себя потребляем. Мы, вот семью я имею в виду, давно уже едим 2 раза в день, то есть мы завтракаем и обедаем поздно, у нас получается как завтрак и ужин. Но я заметила, что это происходит с перекусами, то есть между делом я могу выпить чашку кофе, яблочко съесть, еще что-то там, чай попить. И вот этого делать как раз не надо. Мне вот сейчас я попробую сделать так, чтобы между приемами пищи никаких перекусов и питья не было. И посмотрю, какой эффект будет, так как мне сейчас таблетки бросать нельзя. Просто есть 2 раза в день. Это вот прекрасное, практически получается интервальное голодание. Я делала как-то эксперимент для похудения давно, вот года 4 тому назад. Я убрала, что я сделала? Убрала сахар. Не весь сахар, конечно, потому что он есть в продуктах, но такой очевидный сахар я убрала. Ела, значит, столько, сколько мне хочется, но тогда, когда мне хочется. То есть я останавливалась, если я наедалась, я не доедала дальше в тарелке. И результат моментально отразился на фигуре и самочувствии. Вот кроме сахара никаких таких вот явных ограничений не было. Единственное, я не ела не тогда, когда обед, а ела тогда, когда мне захочется, и вот именно ту порцию, которую было достаточно, что я останавливалась вовремя. Уже это дает очень хороший результат. Наш организм вообще сутками что-то жует, и поэтому постоянно вот тратит энергию, и переход на сухое голодание – очень полезное и эффективное дело. Вот ваши органы отдыхают, давление приходит в норму.
Когда мы учились в школе в 80-х годах, насколько мне помнится, я никогда в жизни утром не ела. К 8 ты идешь в школу, пока ты придешь домой, где-то это 1:30 в 2, около 3 ты принимаешь, вот у тебя получается первый прием пищи. Причем в школе мы даже и не пили. Ну, кое-кто, вот кто был толстый, кстати, они постоянно жевали и брали с собой какие-то там напитки, чаи, я помню, с собой брали так. Но я, например, этого никогда не делала. И всегда оставалась я в хорошей форме, не набирала вес, даже если вечером там наедалась или приходила домой и начинала постоянно что-то жевать. Тем не менее, вот это вот получалось интервальное голодание, вынужденное, да, в школе, и вот вес никогда не набирался. Один разгрузочный день в неделю уже обеспечит ваш организм абсолютно необходимой профилактикой от всех болезней. Сухое голодание – это способ ускорить эффект вот этого лечебного голодания, которое происходит на воде у людей. Разные воспаления, они не обходятся без воды долгое время, они не в состоянии. Поэтому уничтожаются организмом в очень кратчайшие сроки. Жир сжигается ваш, сжигается вообще все, что ваш организм посчитает ненужным, например, какие-то там шрамы, внутренние спайки, бляшки, которые там в сосудах, поврежденные ткани, опухоли, это все вот как раз сжигается и рассасывается. Людям, не практикующим, кажется, что если человек голодный, он должен быть злой, раздраженный, вялый, какой-то там с синяками под глазами. Это все не так. Наоборот, вам очень легко все делать. Я уже говорила в коротких видео, что во время паузы, например, очень удобно ходить вот на шопинг, девушкам особенно очень интересно, потому что вас ничего не отвлекает, вам не надо там останавливаться, чтобы подкрепиться, выпить чашечку кофе, вам не надо ходить в туалет. Если вы делаете там примерки, постоянные переодевания, это проходит очень легко, потому что вы в этот момент делаете это все быстро, не потеете, то есть очень-очень удобно, при этом вы хорошо выглядите, и никто даже не заподозрит, что вы делаете паузу в этот момент. Когда вы начинаете снова есть, даже забросив маленький кусочек в себя, вы прям чувствуете, как организм пустил все свои силы на переваривание вот этого кусочка. Даже если пища легкая, вы прям четко ощущаете разницу между тем, когда вы не едите и когда едите. Поэтому при паузе, когда вы делаете сухое голодание, у тебя происходит просветление. Ты ясно мыслишь, быстро решаешь все задачи, которые раньше казались бы неразрешимые. В этот момент куча идей появляется, не забывайте это все записывать. И ты начинаешь видеть возможности, легкие возможности достижения всех ваших там мечт. Поэтому разница колоссальная. На этом я, наверное, закончу это длинное видео, несвойственное для меня. Попробуйте слушать внимательно очень реакцию своего организма, если вы начнете это делать. Не надо сразу в омут с головой на 3 дня, 24 часа достаточно, 36 часов максимум. Возможно, этого будет достаточно, как и мне, на долгий срок. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. С наступающим Новым годом. Будьте счастливы, красивые и здоровы. Пока.